Небольшая остановка перед Амбуазом. Восход солнца и автострада. Мне остается еще километров 15 до Амбуаза. Mesdames et messieurs, bonjour. Прежде всего, я хочу всех поблагодарить за такой интерес к моему каналу, к моим любительским съемкам. Всего лишь год назад у меня было 1000 подписчиков, сейчас у меня 10,5 тысяч подписчиков. Я хочу поблагодарить особенно первых моих подписчиков, тех, кто прощал мне плохой звук, некачественную съемку, плохо подобранную музыку, и которые говорили мне: да, давайте, продолжайте, это интересно, мы ждем ваших видео. Тогда, когда я уже хотела забросить YouTube, и я продолжаю снимать в своем стиле. Я люблю путешествовать по Франции, путешествовать по другим странам. Я хочу поблагодарить всех за ваши доброжелательные комментарии, за ту положительную энергию, которую вы мне подарили, и поблагодарить вот этим путешествием в замке Луары перед Новым годом. Начинаем наше знакомство с замками долины реки Луары. Вы видите замок Амбуаза. Солнце только еще встает. 2 часа 40 минут я ехала из Парижа. И вот она, знаменитая Луара. Луара – одна из самых длинных рек. Даже не одна из самых, а это самая длинная река Франции. И я заехала на остров. Вот мост. Сейчас на этот мост я выйду в город Амбуаза. Там позавтракаю. И потом поедем в Шенонсо. Но здесь, на этом острове, я не могу вам не показать вот эту известную скульптуру Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, ведь он похоронен здесь, в этом замке Амбуаза. Кстати, это скульптура итальянского скульптора, и она была подарена Франции в 1935 году. В 15 и 16 веке французские короли живут в замках в долине реки Луары. Они уезжают подальше от Парижа и вечно недовольных парижан. Здесь, в долине Луары, чистый свежий воздух, мягкий климат, красавица река, леса, богатые дичью. В замке Амбуаза прошли детские годы короля Франциска I. Именно сюда, в Амбуаза, король приглашает Леонардо да Винчи. Последние 4 года своей жизни художник живет в Амбуаза. И на территории замка находится часовня, где он и похоронен. Вот это дорога к замку Амбуаза. И небольшой город, приятный Амбуаза. Сейчас я вам покажу еще вот эту дорогу. Так, пошли пить чай. А завтракать я люблю вот здесь, в этой шоколаднице. Она очень старая, на начало 20 века. Вот это основало семейство Биго в 1913 году. И до сих пор это семейство Биго. Вот такая счастливая возможность снять это кафе без людей, потому что сейчас раннее утро. Ну, как ранее, уже 8:30. И посмотрите вот эти балки старинные. Мой кофе. Кофе с молоком. Бон аппетит! Старая улочка. Вот это как раз шоколадье, где я только что была. Биго называется. Путь лежит дальше, в Шенонсо. До замка Шенонсо отсюда около 15 километров. И хочу вам показать вот эту красоту. И дальше здесь вы показываете билет. Ну, у меня бесплатный, поскольку я экскурсовод, у меня бесплатный вход в музей, и мы с вами идем в Шенонсо. Замок Шенонсо частенько называют Дамский замок. Это один из наиболее любимых, известных и самых посещаемых замков долины реки Луары. Замок является частной собственностью, но он открыт для посещения. Ой, смотрите, лед! Лед! Я выбрала замечательный день для посещения замков. Сегодня -1, и через 2 дня будет +10. Поэтому самое лучшее новогоднее, предновогоднее настроение, конечно, именно в такую, да еще солнечную погоду. В средние века здесь было поместье, где находился замок, окруженный водяными рвами. Рядом с крепостью на реке Шер стояла мельница. В начале XVI века поместье покупает Тома Бойе, интендант короля по финансовым делам. Старый средневековый замок был разрушен, за исключением донжона, а на фундаментах старой мельницы построили новый замок в модном стиле Возрождения.
Строительные работы, которые вела в отсутствие мужа Екатерина, жена Тома, были завершены в 1521 году. Затраты на строительство, видимо, были немалые, поэтому на одном из каминов замка можно прочитать: «Если замок достроит, меня вспомнят». Вскоре после окончания строительства умирает Тома Буе в Италии, куда он отправился в свите короля. Его жена скончалась 2 годами позже. И владение переходит в руки их сына Антуана. Но замок был конфискован Франциском I под предлогом компенсации за ряд нарушений в финансовых делах, за которые Тома нес ответственность. Или же это объясняется желанием короля обладать прекрасным поместьем, которое славилось своими охотничьими угодьями. Франциск I иногда наведывался в Шенонсо в сопровождении небольшого круга приближенных: своей второй жены, своего сына Генриха, невестки Екатерины Медичи, фаворитки герцогини де Тампе и Дианы де Пуатье, фаворитки его сына Генриха. В замке устраивались охотничьи выезды, праздники, литературные вечера по моде того времени. Генрих становится королем в 28 лет. Он был высокого роста, любил спортивные упражнения, охоту, турниры. Характер имел мрачный, поддающийся чужому влиянию. Он не должен был править. Его старший брат умер неожиданно в 18 лет. Мать умерла, когда мальчику было 5 лет. Когда он еще был герцогом Орлеанским, его женили на Екатерине Медичи, наследнице богатых флорентийских банкиров. Это был скандал. По французским критериям Медичи не были дворянами, никогда не носили шпаги. Это были обычные купцы, но Папа Римский обещал помощь в завоевании Миланского герцогства. Екатерина Медичи была прекрасно образована, знала латынь, греческий, математику, географию, астрономию. Характер имела улыбчивый и быстро завоевала друзей среди высокомерного французского двора. Генрих II уважает свою супругу, но его страсть отдана Диане де Пуатье. Став королем, первое, что сделал Генрих, он подарил своей фаворитке замок Шенонсо. Также она получает леса и свободные земли. В истории королевских фавориток Диана – исключительный случай. Никогда еще за всю историю Франции фаворитка не играла такой роли, как Диана. На всех ключевых постах были люди Дианы. Она управляла финансами королевства. Как объяснить, что король, будучи в расцвете сил, преклонялся перед стареющей дамой? Это удивляло современников. Диана была красивой женщиной, без сомнения, и она умела сохранять свою красоту. Жизнь вела здоровую, без излишеств, вставала рано утром, плавала в холодной воде, независимо от времени года, совершала верховые прогулки, не пользовалась ни румянами, ни белилами. Екатерина королева, но править страной Диана де Пуатье. Королева и фаворитка скрывают свои чувства. Екатерина часто приезжала в Шенонсо по приглашению Дианы. Но какие отношения были между Дианой де Пуатье и Екатериной Медичи, можно судить по диалогу, который приводит Брантом. Однажды Диана де Пуатье зашла в комнату Екатерины Медичи и спросила: «Что вы читаете, мадам?» «Я читаю историю Франции», и пришла к выводу, что делами этой страны всегда управляли шлюхи, ответила Екатерина Медичи. После гибели короля во время турнира Екатерина получила смиренное письмо от Дианы. Впервые в жизни бывшая фаворитка просила прощения за нанесенные обиды и предлагала свое имущество и жизни. Зная, как велико могущество герцогини, Екатерина проявила великодушие. «Я хочу лишь, чтобы мамаша Пуатье никогда больше не появлялась при дворе», — сказала она, и оставила Диане все ее имущество, кроме замка Шенонсо. Следующей владелицей замка становится Екатерина Медичи. В Шенонсо Екатерина устраивала банкеты в честь своих сыновей Франциска II, затем Генриха III.
Так, и дальше давайте пройдем на кухне. Кухни в подвале. И обычно вот эту комнату очень красиво украшают. А, точно. Я не ошиблась. Здесь даже ароматы сладким кренделями, печеньем. Какие ароматы замечательные. Впрочем, указано несъедобно. Это чисто декор, но сделано просто изумительно. Кажется, что это все настоящее. И даже ароматы ванили витают здесь, на этой кухне, в этой комнате. Повезло, что сегодня мало людей, и я могу вам спокойно показать кухню. Давайте пройдем в следующую комнату. Слушайте, эта комната шоколадная. Здесь пахнет шоколадом. Это, мне кажется, уже настоящий шоколад. Давайте я вам поближе покажу всю эту красоту. Каждый год, когда я приезжаю в Шенонсо, зимой в декабре, каждый год новый декор. Никогда еще не было, чтобы декор хоть один раз повторялся один и тот же. Каждый раз меня удивляет, поражает, восхищает идеи декораторов этого замка. Поскольку замок построен на реке, вот здесь я вам покажу этот вид, и дальше там, где жарили мясо. А мясо жарили вот здесь. А вот эта плита уже появилась в начале 20 века, потому что во время Первой мировой войны в этом замке был госпиталь. И вот здесь появилась эта плита, здесь готовили еду. Причем эта кухня работала до 50-х годов 20 века. Рядом с замком находится ферма. Все эти постройки в основном 16-17 века. И вы посмотрите на этом прудике, сколько уток. И 2 лебедя. Их здесь подкармливают. Ледышка плавает. А le pauvre, бедняк, он никак скользит. Браво! Здесь же коллекция старых машин у хозяина этого замка. И далее сады и огороды. В замок я шла по Платановой аллее, вот там впереди, а выйти можно вот через этот огород. Я вышла опять на Платановую аллею, звучит музыка. Сейчас я иду к машине, и мы с вами поедем в другой замок, который называется Шеверни, и который отсюда примерно это 35-40 километров. Притормозила в этой деревне Шенонсо, чтобы показать вам декор новогодний. И дальше мы отправляемся в Шеверни. По дороге в Шеверни я решила притормозить и показать вам вот эти украшения. И сейчас попробую показать вам этот замок. Он очень интересный, он 14-15 века. Прекрасно сохранился в одном стиле. Средневековый замок. И забавные украшения новогодние. Вот уже видно здесь Шеверни замок. Один из интереснейших замков долины реки Луар – это замок Шеверни. Построен он был в начале 17 века. Замок частный. И вот уже 6 веков
Этот замок находится во владении одной и той же семьи Бюро де Вибре, чьи предки служили французским королям в течение веков. Ровно 100 лет тому назад, в 1922 году, Филипп де Вибре открывает свой замок для публики. Это первый частный замок, открытый для посещения. Замок Шеверни открыт каждый день без выходных. Если кто-то из вас собирается приехать в замок Луары, замок этот советую посетить непременно. Шеверни – это еще и центр парфорсной охоты. Парфорсная охота – это от французского par force, то есть силой. Это вид охоты с гончими собаками, которые гонят зверей до их полного изнеможения. И псарни Шеверни существует с середины XIX века, и здесь насчитывается сейчас 120 гончих. В 15 километрах от Шеверни находится другой знаменитый замок Шамбор. Шамбор был построен в лесу богатом дичью. Здесь, в этом лесу, охотились когда-то и Франциск I, Генрих II и другие монархи. И замок этот был построен по приказу Франциска I в начале XVI века. Об этом замке у меня есть отдельное видео, вы можете посмотреть по ссылке. Ну а в заключение хочу вам сказать, что в настоящее время на территории Франции насчитывается 40 тысяч замков. Из этих 40 тысяч 66% замков находятся в частном владении. Замок Шамбор является государственным. Вот и подошел к концу 22 год. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. И всем нам желаю положительных, мирных и счастливых перемен. До новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!